Эй, Джамиль, мы можем поговорить в более уединенном месте? У меня смена только через 5 часов закончится. Джамиль, сейчас! Я знаю, что ты передавал своему отцу информацию обо мне и моих перемещениях. Кетры, не-не-не-не-не. Неплохо, неплохо. Предатель, не предатель. Сейчас примерно так можно описать бармена по имени Джамиль. Оказывается, даже не зная, что он работает на Той Фэйтун, он отдавал им всю информацию про каждого из нашей команды. Вот это поворотище. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в 13 огней, сезон, в котором мы были преданы. Преданы. Короче, нет. Я полностью согласен с теми, кто считает, что называть это предательством априори нельзя. Ибо ситуация тут примерно такая же, как если я, Лолошка, сделаю неправильный выбор в сюжете, и при этом узнаю об этом либо потом, либо вообще не узнаю. Я же из-за этого не становлюсь предателем себя и своего канала. Короче, объясняю по пальцам. Бармен по имени Джамиль. Вот он. Человек, который помогал нам, собирая информацию для своего босса о леди Акетре. При этом думая, что босс просто влюбился. Он даже не подозревает то, что его босс — одна из серебряных масок Той Фэйтуна. Ну и, короче говоря, Джамиль, не ведая, что стал невольным помощником тайного общества, скормил им все наши планы, месторасположение, передвижение и многое-многое другое. То есть проще будет сказать, что десятки серий подряд мы были как на ладони. Но, признаюсь честно, если от подобного чеховского ружья в сюжете я обалдел, то вот от того, что отец Джамиля золотая маска, и Джамиль даже не знает об этом, я конкретно так... Ну, охренел, короче, да. Десятки серий подряд нас водили за нос, и теперь, узнав это спустя столько времени, я хочу вновь похлопать сюжету. Мы прошли от стадии «какие-то Той Фэйтунцы, бомжи и ложки» до стадии «какая-то наша команда, ложки и бомжи». В общем, ребята, у меня очень важные новости. Напомню, 61 серии во мне и в леди Акетре Скоробей, который блокирует ОМП, то есть силу искры. И я подумал то, что именно из-за этого я почему-то не могу использовать Прунус. Но давайте пропишем. Прунус. Та-дам, все получилось. Да, я хочу сразу сказать то, что я и мог использовать Прунус, просто так совпало, что наложился баг с 60-й серии. Помните, да, мы с леди Акетрой попали в библиотеку Хэттентепа, и там блокировалась магия. А Сангвимантия, то есть Прунус, это именно магия, это не сила мироходца. Именно поэтому с этой магией сюда может попадать Сдерик, даже несмотря на то, что он не мироходец. И так получилось то, что после 60-й серии сразу же в 61-й у нас появляется Скоробей в теле, и я подумал то, что да, это именно из-за Скоробея я не могу использовать Прунус. Но, опять же, повторяю, это баг. И вообще, кстати, для всяких скептиков, я иногда читаю комментарии, хочу напомнить, по лору магия, типа вот Сангвимантия и Искра мироходцев, это совершенно разные силы. Все, я напомнил лор, надеюсь, то, что все вопросы отпали, а мы давайте прописываем малус. И у меня есть еще одни новости, мега шикарные. До этой серии я потратил 5 лазотеповых скоробеев. Именно столько у меня было, и я купил то, что вы так хотели, да и я хотел. Фараоновы крылья. Наделяет игрока творческим полетом. Каждый уровень этого навыка дает плюс 1 секунду к полету. Сейчас у меня первый уровень, следовательно... О, да, 1 секунда, наконец-то! Это, конечно, не так много, но вроде бы на дерево могу забраться, и на том спасибо. Прикольно. Прокачивать до 2-го уровня я не буду, потому что это очень дорого. Ну, прям мега дорого. Но самое главное то, что помимо этого я еще и прокачал бой до 40-го левела. И прокачал египетскую силу. Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на него поглощение, регенерацию, сопротивление и огнестойкость. Перезарядка 20 минут. Я думаю то, что примерно разово против какого-то босса это идеально. Теперь при помощи полета я могу выбраться даже наружу. Вот так вот. Господи, прямо на балкон. Я не понял. А почему меня никто не встречает, а? Алло! Синдбад? Ты Что? Точно! Его же так же схватили! Привет! Ну, что же... О, Ло, здорово! Интересно получается.
Меня вот вроде поймали, вроде даже избили, вроде убить хотели, но не убили! Меня не убили, представляешь? Как так вышло-то, а? Кто там расшумелся? Что? О, ты погляди. Вот оно что. Даже не знаю, Синдбад, даже не знаю. Наверное, тебя спасла милость богов, не иначе. Точно не кто-то из твоих влиятельных знакомых пошел на сделку с врагами, чтобы сохранить О, тебе не жизнь. продолжайте, не продолжайте. Я все понял, Да. я все понял. О, леди, спасибо, великодушная, прекрасная. Никогда в жизни не расплатиться мне за вашу доброту и милосердие. Господи, Синдбад, что за реакция такая? Мы как будто тебе первый раз жизнь спасаем. Ну, знаете ли, леди Акетра, я в этот раз был уверен, что все, точно, не выкарабкаюсь. И поэтому тут такой у меня вопрос возник. Что же вы такое сделали, на что согласились, что я в итоге живой? И, посмотрите, почти невредимый. О, ну ладно, давай сядем, Синдбад, я тебе все обязательно расскажу. Пойдем. Ну ладно, давайте сядем. Давай. А подожди, реально, Синдбад-то, я вообще про него забыл, у меня вылетело Ну из так, головы. давайте. Какой же я кретин. Привет, Синдбад. Госпожа, я приготовил вам небольшой перекус. Я так понимаю, что эти проклятые жуки вытягивают из вас силу. Вам надо больше кушать и... Ой, стоп. Какие еще жуки? Ой, истерик. Слушай, Синдбад, а какому из богов ты поклоняешься? Да, нет, ну вы серьезно. Я пришел слушать вашу историю, а вы вместо этого начинаете меня расспрашивать? Да еще и на тему, которая никак не связана, вы что и... Успокойся, Синдбад. Связано. Еще как связано. Леди, я пока не забыл. О, спасибо. Ой. Ой. Чего это ты от такого простого вопроса увиливать начал? М? Ну, увиливать? Я... Ну, потому что нет у меня ответа на ваш вопрос, леди. Я не могу себя связать разве что с Селиасет. Моя деятельность касается всех богов. Вот как-то так у меня вышло. Привык почитать всех, поклоняться всем богам. Но меня никто не может понять в этом отношении. Для всех это почему-то слишком странно. Поэтому я предпочитаю не рассказывать о своих спиритических чаяниях. О, спиритических чаяниях. Все-то у тебя, Синдбад, должно быть особенное. Не такое, как у других, да? Ну что поделать, если у мамы я такой особенный? Но не понимаю. Синдбад, как ты тогда успеваешь отдать свои молитвы всем богам? О, госпожа, я очень эффективно распоряжаюсь своим временем. И все-таки... Такой у меня вопрос. Как это связано с вашей историей, и уж тем более той Фетуном, а? Синдбад, у меня еще вопрос. Как ты думаешь, у нас есть причины ненавидеть богов? Да, вы что, серьезно, что ли? Опять вопросы? Ой, ну, вообще, конечно, большинство людей в Мисре живет ужасно, это правда. Вообще, отчасти это вина богов, что большая часть нашего мира непригодна для проживания. Мы не знаем, из-за чего на Зеленом континенте появились монстры. Я не исключаю, что это последствия действий людей. И кроме этого, мы почти ничего не знаем про богов. Мы не можем знать их мотивов. А значит, и судить их не можем. Знаете, мне кажется, у нас нет права размышлять о богах в контексте людских эмоций. Я просто знаю, что пока что мне удавалось выжить в самых невероятных ситуациях. Да разве же это было возможно без божественного благословения, а? Что-то Абди хочет сказать. Но вообще, кстати, Синдбад в какой-то степени прав. Знаете, я поверить не могу, но я согласен с Синдбадом. Ой, ну, спасибо большое. Ой, только не надо. Госпожа, разрешите мне сказать? Ай, Абди, мы же уже очень давно договорились, что тебе не нужно спрашивать разрешения. Да, я помню. Но то, что я хочу сейчас сказать, может вас... задеть. А ну-ка, давай говори. В общем, госпожа, то, что вы сейчас пытаетесь сделать последние несколько дней, это просто договориться с совестью. Вы ищете кого-то, кто скажет вам, что сотрудничать с братством это приемлемо. Я понимаю, почему вы так хотите, чтобы братство оказалось хорошими людьми, правда? После стольких месяцев в бегах, постоянной опасности, после того, как вы потеряли все, вам хочется, чтобы все наши старания были вознаграждены.
Ну, И да, Абди. теперь, когда вам вернули безопасность и возможность заниматься своим делом, очень хочется просто согласиться и примкнуть к братству. Тем более, что они пытаются выставить себя морально превосходящими остальных. И вы даже готовы забыть, что они воткнули вам в спину жука, который привязывает вас и... В общем, не говоря уже о том, что ради своих целей братство готово убивать, лишать работы. И оно готово на множество других грязных дел и подлостей. Я, ваш абд, предан вам всей душой. Я пойду за вами куда угодно, госпожа. Я не устану это повторять. Но я не могу молчать, когда вижу, как вы иссушаете свою душу. Не могу. Ладно, Абди, хватит, я поняла. Ладно, вы только простите, если я позволил себе лишнего. Я, честно, не... Ой. Абди, лишнего! Да ты столько всего наговорил, что будь на месте Акетры кто угодно другой, у тебя бы уже... Тихо, Синбад. На моем месте все-таки все еще я, а не кто-то другой. И Абди прав. Впервые в жизни я испытываю такой сильный соблазн поступить против своих убеждений. Черт, я не знаю, как мне поступить. Это выводит меня из себя. О, тише, 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 леди. Не затыкай мне рот, мореход. Черт. Эй, ложка, сделай что-нибудь. Что? Боже! Сразу первое, что попало в глаза. Что? Это что за фанфик? What the fuck? Не, ну, наверное, это бы жестко помогло отвлечь каждого и всех. Это чего? Боже, почему? Я хочу вот так перечеркнуть это все. Вот так. И вот это тоже. Все, не надо. Так, а что у нас здесь, леди Акетра? Ну, мы же можем позволить себе слабину. Мы заслужили этот отдых. Если сотрудничать с братством, то мы можем их переубедить. Возможно. Так, а тут, Акетра, если я что-то знаю про тебя, так это то, что внутри ты всегда знаешь, как нужно поступить. Каким бы сложным этот поступок не был. Ну, знаете, это нейтральное. Возможно, мне просто стоит что-то сказать, да? Хотя в то же время она сейчас такая злая. Ух. Вот это, конечно... Я не могу с этих выборов. Так, такой соблазн нажать вот сюда. Я знаю, что ты знаешь, вот. Но я так устала, ложка. Когда я предложила вместе плыть на Шахтерские острова, я и подумать не могла, что все это выльется вот в это. Мне так хочется развлечений и приключений, но не в таких же количествах. Эй, госпожа, знаете, мы всегда рядом, чтобы поддержать вас. Леди Акетра, вы имеете право на отдых. Да, я понимаю, Сдерик, но я не смогу смириться, если поступлю не так, как говорит мне моя совесть. Погоди, я только сейчас понял то, что Сдерик за то, чтобы мы вступили в братство, то есть Акетра. Сдерик, вот честно, от тебя я этого не ожидал. В общем, решено. Мы должны придумать способ, как перехитрить братство. Точно. Вот так вот, сходу. Ребята, действительно, мы не можем и дальше быть врагами с Тоефетуном. Их ресурсы во много раз превосходят наши. Нам уже дали понять, что нас ждет, если... мы откажемся сотрудничать. Кроме этого, мы знаем, что никому нельзя доверять. Бурис и Джамиль – отличные тому доказательства. Знаете, притвориться, что мы сотрудничаем с ними и построить план, как их перехитрить – это наш лучший вариант. Вот оно что. Сдерик, Хануф, Абди, Синбад, Лолошка. Важно сейчас не делать вид, что мы с ними целиком согласны. Они не тупые. Такое поведение только вызовет больше подозрений. Вчера Салик ушел уверенный в том, что ему удалось взрастить во мне семя сомнения. Мы должны вести себя так, чтобы казалось, что я постепенно перехожу на их сторону. Именно это обеспечит нам гарантию жизни после того, как мы соберем все огни. Простите, леди, а как мы их остановим, если все огни будут у них? А вот это хороший вопрос, Дерек. На самом деле, пока что у нас есть время выяснить, где находится отправление, как огни помогут его, наверное, активировать, и вообще, в чем конкретно заключается план Тоефетуна. Наша задача, не вызывая подозрений, никому не доверяя, параллельно находя огни, выведать информацию, которую мы не смогли получить за все это время. Звучит не слишком сложно, правда, ребята?
Звучит, если честно, отвратительно тяжело. Да-да-да, сложно. госпожа Кетра, при всем уважении, вот честно, я не уверен, что цели, которые вы обозначили, вообще хоть как-то достижимы. Ну так, Синдбад, у нас нет другого выбора, представляешь? От тебя, кстати, потребуется меньше всего. Не особо высовываться. Да вы, блин. Ну, вы ж прекрасно знаете, что я так не умею. Ой, да ладно, умеешь. Еще как умеешь. Братство с огромной охотой про тебя забудет. У них сейчас много своих дел. Да ладно, я понял. Слушайте, а как думаете, насколько тесно они связаны с фараоном, а? Что? А почему ты про него спрашиваешь? Ну так, выступление фараона состоится уже на этой неделе. Точно, конечно! Как я могла про это забыть? Поэтому они сейчас не трогают нас. Не потому, что дают время отдохнуть. Они готовятся к выступлению. Это отличная возможность безопасно навестить моего старого друга. Лолошка, пойдем. Нам сказали отдыхать, значит мы пойдем отдыхать. А про кого ты? Про Джамиля? Я так понимаю, да. Потому что кто там еще у нее может быть? Ну, Джамиль. Все смотрят так. Давайте, ребят. Блин, ребят, иногда я вот настолько ее не понимаю, что мне кажется, что вообще схожу с ума. Сдерик, мы уже давно все сошли с ума. Не питай ложных надежд. Ладно, я пойду и дальше заниматься. Уборкой, уборкой. Я понял. Помните, Абди сказал то, что он занимается... Чем он там занимается? В общем, против Даны готовится. Хотя, может быть, он реально уборкой. Ой. О, Хануф! Хануф! А давай-ка поболтаем, а? Знаешь, ты напоминаешь мне Мусфиру. У нее тоже были глаза и волосы, и... У вас немного общего, да? И как бы... Что? У вас были глаза и волосы. Много общего. Ну и в целом все. Видимо, он будет ее сейчас заговаривать, ей вообще плевать на него. О, бедная Хануф. Поговорим? Нет. С тобой тоже не поговорим. Слушай, Абди, а ты в итоге что? Ну, в целом-то я примерно так и понял, да, уборкой заниматься. Убираемся, да. Абди, передо мной он явно выгораживаться не будет, потому что давным-давно все рассказал. Но он прям реально, смотри, готовится. Ты такой вообще прям крутой. Сюда, блин. Офигеть. Бедная броня Кетры. На всякий случай пойдем проверим с Дерека, что у него там происходит. Готовит, конечно. Привет. Так, поболтать не могу. Положительные подарки. Шкала отношений максимальная почти. Ну, ладно, пока. Меня там Кетра вроде как ждет, да? До свидания всем. Леди Кетра. Ну, наконец-то. Пойдем, Лолошка. Мы поговорим с Джамилем. Что-то мне подсказывает, что мы найдем его в утенке. Да, я тоже так думаю. Бармен как-никак. Так, да, фух. Я уж думал, не телепортирует. Ну-ка. Фух, вот мы и здесь. Как думаешь, стоит рассказывать Джамилю про отца? Воу, леди Кетра. Такие вопросы не мне нужно задавать. Не надо мне такое задавать. Напомню, Салик, одна из золотых масок, да? Он у нас отец Джамиля. Кстати, об этом, по идее, можно даже вот здесь прочитать. Салман Муджалид, неизвестный. Это что, прическа Марш Симпсон? Так, ладно. Отец Джамиля. Предполагалось, что он погиб. Ни Джамиль, ни его приемная мать Лейла не в курсе, что ему удалось выжить. Живой. Кстати, все живы. Да, то есть ни одна золотая маска не перечеркнута. Бурис, Салман Муджа... Воу. То есть, казалось бы, здесь тоже можно написать неизвестный или сделать такие же символы у этого. Почему они отличаются? Верховный жрец Хетентепа. Живой. О, жрец Хетентепа, верховный жрец Кнеф Мтити, живой. Это, наверное, по одежде можно понять, да? Верховная жрица Роноса, служит в Нарфанисе, жива. Дана, Бурис, кстати, единственный, кто без таких золотых одеяний. Так, а в итоге что у нас? Стоит ли рассказывать про Салика? Зачем? Это только сделает ему больно. Можно рассказать, что его отец живой, но не говорить, чем он занимается. Я думаю, стоит ему все рассказать. Так будет честнее. Вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что этот выбор на самом деле вообще не важный, потому что что-то такое произойдет, что либо позволит Джамилю и так узнать, либо не даст узнать ему вообще, даже если я нажму сюда. Я думаю, стоит ему все рассказать. Ну, давайте попробуем, типа, интересно, как поведет себя сюжет. Да, ты прав. Стоит. Осталось только придумать, как преподнести ему эту информацию, чтобы она хотя бы не разбила ему сердце. Впрочем, тот факт, что он шпионил за мной в пользу хозяина утенка, лишает меня желания осторожно подбирать слова.
Ну да, кстати, по сути... он Пойдем. что ли? Может быть, он вообще не вернулся с курорта, и мы зря тут стоим. А, кстати, и это тоже правда. Так. Всем привет, Ох ё-моё. ты ж, ё-моё, кого я вижу? Леди Акетра! Не знаю, как вы это провернули, да вот только вас вычеркнули из списка! Ха-ха-ха-ха! Впрочем, чё это я вам рассказываю-то? Сами уж небось в курсе. Эй, Джамиль, Да? мы можем поговорить в более уединенном месте? У меня смена только через 5 часов закончится. Джамиль, сейчас. Ладно, хорошо. Идите за мной на 2-й этаж. О как. Какая она? Ну, собственно, вот. Это моя тайная зона отдыха. Я скрываю ее от хозяина, если посетителей особо нет. А вообще иногда тут даже сплю. Вы, если что, первые, кому я про это место рассказываю. Надеюсь, вы же меня не сдадите-то, да? Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю. Присаживайтесь, ладно. Джамиль, а скажи-ка мне на милость, кто хозяин утенка? Я, кажется, ни разу его не видела. Акетра, ты ради этого меня со смены вытащил, реально? Хозяин тут почти не появляется, только в дни больших поставок подписывает всякие документы. А поскольку он очень ленивый, и я при этом умею писать и читать, почти вся работа бара на мне. Я надеюсь, что после его смерти бар достанется мне, потому что детей-то у него нет. Ну а если серьезно, Акетра, можно сказать, что хозяин утенка мне как отец. Забавно, конечно, что настоящей семьи у меня нет, и Лейла заменила мне мать, а хозяин заменил мне отца. Да уж. Так о чем ты все-таки хотела поговорить-то? Черт. Я знаю, что ты передавал своему отцу информацию обо мне и моих перемещениях. Акетра, не, все не так, все. Ты неправильно все поняла, я клянусь. Вот оно как. И что же в этой ситуации можно не так понять? Ну ладно, он действительно просил меня понаблюдать за тобой, выяснить, что тебе нравится, какие у тебя привычки, там, все всякое такое. Его вопросы, если что, были довольно невинными. Я отвечал на них без задней мысли, Акетра. Он часто задает вопросы про нестандартных клиентов, а ты в нашей забегаловке очень нестандартный клиент, да. Потом он начал требовать от меня все более и более странной информации. Тут, да, я согласен. Я сначала отвечал ему по инерции, каюсь, да, было такое. Но, Акетра, я клянусь тебе, когда я понял, что что-то не так, я перестал ему отвечать. И к Молотову морю я отправился с вами, потому что больше не хотел на него работать. Честно говоря, я даже чувствовал себя преданным. Мне было мерзко от Теремуна. Но на курорте Лейла постоянно говорила, как она гордится, что я устроился в Наре. Вот поэтому-то я и решил вернуться. Акетра, я понимаю, я ужасный человек, но Теремун принял меня с распростертыми объятиями. И он больше ни разу даже не спрашивал про тебя, я клянусь тебе. Я не знаю, чего он хотел, но он больше не поднимал эту тему. Я просто решил, что это в прошлом. Вот. А теперь ты, как бы, все знаешь. Говорю уже, я не следил, я просто общался с тобой, потому что мне нравится общаться с тобой. В какой-то момент я даже думал, что Теремун по-отцовски интересуется моей жизнью. Я и сам догадывался, что обманываю себя, но мне так нравилось представлять, что кому-то хотя бы просто не плевать на мою жизнь. Акетра, я прошу, все это звучит так унизительно. Ты даже не представляешь, насколько мне сейчас сложно признаваться во всех этих вещах, но... Да представляю, я представляю, Джамиль. Но я все равно не могу не сердиться. Ты понятия не имеешь, какие ужасные последствия были от твоих действий. Что? Ты что, как-то пострадала? Неважно, Джамиль. Ой. Слушай, Лулошка, ты как думаешь, нам еще не пора? Что, пора уйти типа отсюда или рассказать ему? Почему я? Ну, можно же было не спрашивать. Леди, знаете, у вас были дела в школе, да?
Уже, кстати, вечереет. Мы можем не успеть. Пойдемте, пойдемте. Ну, знаете, леди, если вы не хотите рассказывать Джамилю, что его настоящий отец жив, то да, нам пора уходить. Леди Акетра, я думаю, у нас есть время, чтобы вы рассказали то, что хотели рассказать. Знаете, вот эта вот реакция Джамиля просто от слов... Вот сейчас скажу. Вот от этих слов ты понятия не имеешь, какие ужасные последствия были от твоих действий. И он тут уже такой: что, ты как-то пострадала, бла-бла-бла. Мне почему-то кажется, что Джамиль просто этого не переживет. Короче, жопа будет. Поэтому давайте так. Леди, у вас были дела в школе, уже вечереет. Давайте, пойдемте, мы можем не успеть. О, да, точно. Как же я могла забыть? Да, спасибо, Лолошка. Эй, я же вижу, что ты что-то скрываешь от меня. Но я не в том положении, чтобы спрашивать. Ладно. Мне и самому пора возвращаться к работе. В любом случае, Акетра, надеюсь, ты сможешь меня простить. Масалама. Да, это хорошо. Мне кажется, это хороший выбор. Не надо, не надо. Лолошка, спасибо, что вытащил меня оттуда. Это так глупо, но я просто не смогла сказать ему про Салика. Видеть то, как он страдает. От своей ошибки, конечно, но все равно. Мне и так сейчас хватает грустных лиц и кислых мордашек. Все же мне было радостно узнать, что Джамиль не предатель, каким его описывал отец. И это только укрепило меня в убеждении, что Туифетун нужно остановить. А вообще, я действительно сейчас пойду в школу, потому что мне нужно привести кое-какие дела в порядок. Постарайся не попадать ни в какие переделки, Лолошка. Чао. Ладно. Хорошо. Вот как думаете, хорошо то, что я не рассказал? Мне вот почему-то все еще кажется, что да, я правильно сделал то, что не рассказал. Будет такой момент, как будто будет такой момент, когда это будет чуть правильнее, что ли. Будет удобный момент, вот так я могу сказать. Сейчас это максимально неудобный момент. Так, а теперь у меня очень серьезный вопрос. Я помню то, что кто-то продавал пузырек опыта. Кто это? Мне очень нужен опыт. По-моему, вот этот, который зачаровывает, да? Привет. Так, поторговаться можем. Пожалуйста. О, да. Пузырек опыта 16 за 16. Вау, так это выгодно. Давай. Покупаем. И прямо сейчас начинаем тратить. Да. Я хочу, во-первых, сейчас накопить очень много опыта, а во-вторых, наконец-то, я хочу избавиться от анемии. Напомню, что для этого нужно поставить стол исследователя, положить клык Кроноса и просто испытывать удачу. Нам нужно, чтобы здесь выпало 5 звезд. А, нет, стоп, обманул. Надо, чтобы вот здесь было 5 звезд. Максимальная редкость способности позволит совладать с ядом. И прямо сейчас мы будем реролить. Бам! Черт! 4. Бам! Черт, 2. Короче, нужно больше опыта. Давайте вот прям... Ехало, черт возьми! Тратим все утены на пузырьки! Далее анемия. Давай, 5 звезд. Черт. 3. 1, серьезно. Ты чё рофлишь? 0! Я просто вернулся к тому, что было. Так, ладно, короче, мне сейчас нужно очень-очень жестко... ну, чтобы повезло. Давай. 0. 1. 0. 0. Пипец. То есть тогда, когда мне выпало 4, это было прям реально хорошо. Боже. Ребята, день истины. День X. Я беру. Наконец-то. У меня нету долбаной анемии. Я справился с клыком Роноса. Все это время. Кстати, надо посмотреть, как работает лук Кнеф Мтити. По идее, если я стрельну в небо, то... Ой, как красиво. То... О май гад. О май гад. О май гад. Только не в меня. А в меня, видимо, и не будет. Обалдеть! Понимаете, много монстров в замкнутом пространстве, все умрут, все. Особенно, если это прокачать. Так, а прокачивается это, кстати, уже прямо сейчас. То есть у меня будет больше лучей в секунду, длительность будет тоже дольше, и радиус увеличится. Да, хорошо. Ну-ка, давай, лунный лук Кнеф Мтити, покажи, на что ты способен. Черт, это реально самое лучшее, что есть. Лук Кнеф Мтити самый красивый пока что из огней. Блин.
Это невероятно. Я почему еще говорю, что это невероятно? Потому что это неважная деталь. Чтобы сделать то, что вы сейчас видели, надо потратить немало времени на то, чтобы это скодировать, чтобы это проверить, протестировать, что-то поправить и так далее. Это не важно даже для сюжета. То есть это просто есть. Хочу использовать, не хочу, неважно. Что ж, как минимум мы понимаем то, что теперь прокачиваться мы можем без проблем, пока мы можем покупать пузырьки опыта. А мы будем их покупать 100%. Это я уже понял. На этом я, наверное, буду постепенно заканчивать. Ребята, спасибо большое за просмотр. Очень надеюсь, то, что вы поставите лайк. Очень надеюсь, то, что вы подписаны. Если по какой-то причине за столько серий вы все еще не подписались, знайте, любой ваш лайк, любая ваша подписка — это огромный буст к мотивации. Не забывайте, пожалуйста, поддерживать меня и уж тем более команду, потому что я сейчас скажу, сколько нас, кстати, человек. 29 человек, получается, нас в команде. Вот мы все работаем над сюжетами, над улучшением движка и так далее и тому подобное. Поэтому я очень надеюсь, то, что вы нас поддержите. Спасибо. Также надеюсь, то, что я не зря здесь болтал. Не забывайте про мироходец.ру, официальный мерч-магазин. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и нерассказанный секрет Джамилю. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока.